Что для вас хорошая машина? Пробег? Состояние? Комфорт? А запах? Как новая. Для каждого своя хорошая машина. Найдите ее на Автору. Я всех приветствую. В общем, друзья, буквально пару дней назад мне в Steam пришло такое уведомление, что вот они, дескать, собирают информацию о компьютерах пользователей и хотели бы использовать мои данные для статистики. Так вот, судя по тем данным, что были собраны с людей уже более чем 2 или даже 3 месяца, самой популярной видеокартой является, внимание на секундочку, не 1650 и даже не 3050. Наконец-то цены устаканились, и теперь народной видеокартой считается RTX 3060. То есть это ни в коем случае не моя выдумка, что 3060 это народная видеокарта. Нет, это все общие данные о компьютерах миллионов людей. И да, я понимаю, что эти данные смешанные по странам, и разумеется, что для американца 3060 купить за $250 это не одно и то же, что купить за $250 это 25 тысяч рублей. Это почти такая себе, скажем, среднебюджетная видеокарта. Однако, действительно, за 26-25 тысяч мы получаем хотя бы возможность запускать все на ультра с трассировкой лучей Full HD, а местами даже в 2К или QHD. В этом видео я решил спустя пару лет еще раз зарядить теперь уже народную RTX 3060, чтобы понять, почему на нее именно сейчас такой большой спрос. А проверять ее мощности я не стану на своем мощном ПК за 150 тысяч с i5 14600K. Там и так все понятно, будет высокий FPS, даже если поставить, не знаю, там дешевую GT 1030. Все вытащит процессор без проблем и 32 быстрой оперативы DDR5. А тестировать 3060 я решил на компьютере своей жены с простым i5 12400F и 16 памяти DDR4 3200. Так вот, такой процессор 12400F стоит сейчас вроде бы там 13 тысяч рублей, и почти это в 3 раза дешевле, чем i5 14600K. Так что у нас будет тестовый компьютер, скажем так, почти бюджетный, обычный, максимально близкий компьютер к тем, что имеют сегодня зрители, не знаю, там пользователи, и ставят обычные видеокарты 3060 в эти компьютеры за 40, 50, 60 тысяч, а точно не в компьютеры за 150 тысяч ставить видеокарту за 25. Это немножко не очень адекватно именно в кавычках. В общем, все это мы поставим с вами, проверим, и даже чисто ради интереса, конечно же, поставим 3060 в сборочку за 150 тысяч. Так, чисто для интереса. Но сперва немножко отвлечемся на небольшую рекламную паузу. Друзья, совсем недавно я впервые за пару лет задумался, почему я часто просыпаюсь, ворочаюсь ночами, а после сна у меня тянет спину или чувство, словно я не выспался. И насколько мне стало известно, все дело не в спине и не в слабом сне, а в обычном матрасе. Дело в том, что у меня был старый матрас, он имел среднюю жесткость, на обычных пружинах был, и поэтому позвоночник постоянно имел неправильную форму во время сна, а я при этом проваливался в центре матраса, словно в яму. Короче, я решил полностью сменить свой подход к делу и привез 2-метровый матрас от известной компании Blue Sleep, и это модель Duo Fusion. Если не вдаваться в подробности, то данный матрас это по сути самая современная технология антипружинного производства, и в основе используется вязкоэластичный пенный материал. Этот материал позволяет, внимание, равномерно распределять поверхностное давление тела человека за счет сжатия и разжатия воздуха внутри, что находится в нескольких слоях пенополиуретана. Эти 4 слоя имеют различные свойства, и по сути они дают идеальную жесткость на поверхности без проминания. Сам матрас упакован при этом в красивый, приятный на ощупь чехол из бельгийского трикотажа, в состав которого входит натуральный лен. Да, это приятная мелочь, но самое важное, засыпая на таком матрасе уже больше месяца, я полностью забыл, что такое тяжесть поясницы, и просыпаюсь теперь отдохнувшим, как нормальный человек. Кстати, компания Blue Sleep производит и продает не только матрасы, но и подушки, кровати, одеяла, постельное белье и еще множество различных товаров для сна. И, внимание, самое интересное, что с данным матрасом идет тест на 300 дней. Это, по сути, первая компания в России, кто дает тест-драйв на матрасы 300 дней. Вот настолько они уверены в качестве своей продукции. Для своих зрителей, кто заинтересовался, я оставлю промокод SHELEST7, что дает скидку в 7% на весь ассортимент, кроме комплектов. Переходите по ссылочкам в описании и начинайте спать с комфортом вместе с Blue Sleep. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, я думаю, все уже поняли в начале видео, что в качестве испытуемой видеокарты 3060 я взял видяху своей жены из ее именно компьютера, что собирал я, если я не ошибаюсь,
ошибаюсь, прошлым летом или там весной. Короче, это политовская 3060, самая, наверное, прям популярная версия, что были проданы просто фурами, не знаю, тоннами за все время. И скажу я вам, что это реально одна из самых дешевых 3060, но и в то же время одна из самых дешманских по качеству сборки. Я не знаю, стоит ли комментировать качество материалов и сборочку, что вы сейчас слышите на ваших экранах. Ну, буквально вся видяха скрипит, трещит, у нее предельно дешевый пластик, и поэтому она и стоит меньше всех в среднем, там, скажем, на этом рынке. Дешевле только китайские подвальные версии 3060, всякие там Синчоу, Хуананжи, но это уже конкретно видяха провела в работе меньше года и уже буквально разваливается. Поэтому если будете вы, скажем, там, у вас есть такая возможность купить 3060 в 2024, то лучше, друзья, переплатить там, ну, не знаю, 2-3 тысячи и купите не самую бюджетную модель 3060, потому что, да, с коробки это частый случай, любая даже самая бичевая видеокарта, она смотрится, ну, симпатично, визуально и тактильно, вообще к ней нет никаких претензий, но я вам скажу так, спустя пару лет бюджетные видеокарты начнет о себе напоминать. Я уже отлично знаю, что такое сэкономленные 2-3 тысячи, они потом вернутся к вам в трехкратном размере. В общем и целом будем заканчивать сводной частью и начнем наконец-то запускать 3060 на компьютере с i5 12400F. Итак, первое, что я решил запустить, это вторая часть контры. Все настройки, разумеется, я выставил на самые предельные Full HD и не стал включать FSR. Ну а что включать FSR, он по сути здесь и не нужен. Итак, видим с вами, что в контре у нас в среднем от 200 до 250 FPS. Да, местами, конечно, бывают просадки до 180 кадров, но так в целом 200 стабильных без проблем на 3060 выдает вообще замечательно. И если чисто ради интереса поставить эту же 3060, например, в мой рабочий компьютер с i5 14600K, ну то, что за 150 тысяч, то в контре мы получаем уже 250-300 FPS. То есть в среднем на 40-50 кадров больше. Это именно то, о чем я и рассказывал в начале видео, что одна и та же видеокарта даже за 25 тысяч заметно будет быстрее в разных сборочках. Так что вот такая ситуация, друзья, чтобы не было потом у зрителей вопросов и соблазна, мол, смотрите, вот сейчас я возьму 3060 и поставлю свой ПК с i3 10100F и получу 300 FPS, как видео у Шелеста. Так вот, друзья, я вживую вам показываю, что разница будет очень существенная, и вы получите примерно 170, 180, ну, возможно, 200 кадров в своем компьютере, но точно не 300. Это что потом, ну, было все по-честному для вас без сюрпризов. Поэтому я и не вижу смысла тестировать 3060 и вообще любые видеокарты, не самые мощные, именно в мощном компьютере. Это, скажем так, ну, не очень-то объективно. Окей, ну что ж, мы идем далее. Теперь давайте с вами запустим Ведьмак 3, обновленный на 12-м директе с трассировкой с 3060. Причем я выставил, знаете, специально фактически предельные экстремальные настройки с трассировкой лучей и DLSS в режиме баланс, плюс также включил все эффекты. И как видим, у нас вполне адекватный фрейм, порядка там 45, возможно 50. Но опять же, по сути, это самые предельные настройки, и можно точно сказать, что Ведьмак 3 с лучами это одна из самых требовательных штуковин в 2024, и многие, кто смеялись еще пару лет назад, что 3060 это не для трассировки лучей, мол, это чисто видеокарта ни о чем, но как видим, действительно Nvidia за счет обновления DLSS и за счет новых драйверов сумела поднять уровень даже обычной 3060 за 25 тысяч рублей, и теперь уже можно на ультра с лучами пройти Ведьмак без проблем. А ведь если помните, раньше было все, ну, значительно хуже. И, кстати, если полностью выключить трассировку, просто оставить ультра настройки DirectX 12, то в целом, да, визуально сразу видим проще стало с тенями, всякими там отражениями, зато, друзья, фреймрейт вырос, ну, буквально на 100%, и было у нас 45-50, а стало 90-100, так что, да, у людей есть сегодня выбор, или консольные 40-50, это вот именно такие довольно хорошие консольные, или царские 100 FPS, но без лучей. Я бы лично все же воспользовался возможностями RTX и оставил трассировку. Все же для меня визуальная часть имеет большое значение, тем более, если видеокарта при этом поддерживает эти возможности. Так что вот так вот. Ну а в целом, ну что еще думаю, Ведьмак, наверное, тут все понятно. И теперь давайте в конце поставим точку в этом вопросе и закинем Киберпанк, и тоже на ультра настройках Full HD с трассировкой лучей плюс DLSS в режиме баланс. И вот если честно, я был, скажем так, приятно удивлен, потому что это ультра настройки с лучами, и тут прям, ну это явно было довольно сложной задачей именно в прошлом для 3060. И там, если мне память не изменяет, было, ну, не больше 30,
возможно 40 FPS в лучшем случае, даже Full HD. А теперь у нас, как видим, 55, 60, местами даже 70 в открытом пространстве в сложных локациях. То есть, еще раз на секундочку, видеокарта за 25 тысяч RTX 3060 может запускать буквально все новинки в 2024 с поддержкой трассировки на приемлемых 45-60 плюс кадров. Да, я понимаю, что это всего лишь Full HD, но и Full HD все еще остаются народным разрешением даже в 2024. И если ваш компьютер реально имеет, скажем так, проц i3 12100 или там i5 12400, то для вас буквально идеальный будет сегодня RTX 3060. Наверное, поэтому данная видяха и стала такой успешной именно сейчас, потому что Nvidia подтянули DLSS, прокачали, лучше стали работать компании с трассировкой, и о чудо, 3060 теперь уже не бессмысленная карточка, а по сути оптимальная для тех, кто хочет получить трассировку лучей при минимальных вложениях. 3050, та, что послабее, явно будет не такая интересная, да и памяти там поменьше будет видеопамять, поэтому я бы не стал ее называть прям оптимальной. Она вроде бы сейчас на 8 месте именно в том списке от компании Steam, и вот 3060 у нас стоит на первом месте, и это действительно народный выбор, и я полностью его поддерживаю. За 25 тысяч это лучшее, что можно купить под среднюю бюджетную начальную сборочку в наше время. Она все тянет, и Full HD, и даже на ультра, и зачем переплачивать лишние, скажем, за ту же новинку 4060, что стоит уже не 25 тысяч, а в среднем 36, возможно даже 40, так что здесь стоит задуматься. Да, у нее, конечно же, не DLSS 3.0 с поддержкой генерации кадров, но оно честно и не нужно именно Full HD. Это только интересно, если у вас там 2К или 4К мониторы, и так все идет отлично в обычном Full HD на 3060. Киберпанк у нас выдает 60 кадров на ультра с лучами. Что еще можно желать за эти 25 тысяч? Вот и вся история. Поэтому да, 3060 это народная лучшая видеокарта в 2024 под бюджетные именно сборочки. Вот об этом мне и хотелось рассказать в этом видео, так сказать, определиться окончательно. На этом, друзья, я, наверное, уже буду заканчивать. Если вам было интересно, ставьте лайки, делайте подписку. Я прощаюсь с вами буквально на пару дней. Увидимся уже очень скоро. Всем до новых встреч. Пока-пока.